Всем привет! Я решил освоить технологию скругления деталей после печати на 3D принтере и поделиться ею с вами. Отделку квартиры я завершил давно, но осталось несколько мелких недоделок. Хочу закрыть эту часть трубы пластиковой деталью белого цвета. Думаю, так будет намного эстетичнее. Поставил на печать детали. После печати отдельные слои этих деталей немного выступают, и пластик получился немного ребристым. Я решил убрать эту ребристость и сделать пластик гладким на ощупь. Так на этих деталях будет скапливаться меньше пыли. Для начала обработаю детали крупной наждачкой. Для этого отлично подойдет наждачная бумага Мирка. Она имеет желтый цвет абразива, и этот абразив не виден на белом пластике. Я пробовал затирать обычной наждачной бумагой черного цвета, и результат был хуже. Черный абразив забивается в белый пластик, и пластик выглядит испачканным. К тому же эта наждачка более живучая. Она не так быстро выкрашивается, а значит и пластик будет меньше засорен абразивом. Мелочиться особо не нужно. Можно взять наждачку с зернистостью 100. Все мелкие царапинки потом сгладятся. Поверхность обрабатываю только поперек слоев ПЛА пластика. Вдоль обрабатывать нет смысла, от этого ребристость только увеличится. Если детали не имеют гладких поверхностей, то обработку наждачной бумагой можно пропустить. Для сглаживания поверхности используют жидкости, которые способны растворить ПЛА-пластик. Мне известны только две такие жидкости. Это ацетон и дихлорметан. О дихлорметане отзывы были лучше, потому я решил использовать именно его. Для начала нужно рассказать, что это за жидкость и как с ней обращаться. Химическая формула дихлорметана CH2-хлор-2. Молекула дихлорметана выглядит вот так. В центре расположен темно-серый атом углерода. Вокруг него два больших зеленых атома хлора и два атома водорода. Дихлорметан – это жидкость, но у него очень низкая температура кипения, всего 40 градусов по Цельсию. Поэтому с его хранением нужно быть осторожнее. Его не стоит хранить в комнатах, где температура может подниматься выше 40 градусов по Цельсию. Например, на лоджиях и балконах. Он относится к малотоксичным веществам. Летальная дозировка в 4 раза выше, чем у ацетона, то есть он в 4 раза менее ядовит. Запаха у него практически нет. Хорошо это или плохо, судите сами. Учитывая, что температура кипения всего 40 градусов по Цельсию, испаряется он достаточно быстро. Эта жидкость сама по себе горит плохо, но может поддерживать горение при смешивании с другими горючими веществами. Со временем он не разлагается. Это вещество легко проникает через кожу при контакте с ней. Может вызывать раздражение кожи, а длительный контакт ожоги. Поэтому с ним лучше работать в перчатках. Также рекомендуют использовать угольный респиратор и вытяжку. Впрочем, такие же рекомендации можно прочитать на любой банке с краской. По большинству показателей эта жидкость безопаснее ацетона. Ее можно купить в интернет-магазинах. Она продается как раз в качестве растворителя для ПЛА-пластика. Теоретическое отступление на этом закончено. Приступаем наносить дихлорметан кисточкой на зачищенный пластик. Работать буду на листе картона, чтобы не испортить стол.
Я отлил немного дихлорметана из большой банки в маленький пузырек, так будет удобнее. Наносится он хорошо, по ощущениям поверхность пластика становится маслянистой. Кисточка как будто скользит по поверхности пластика и к ней не прилипает. Наношу его толстым слоем, особо не жалея. Пластик под кисточкой становится мягким, но в жидкость не превращается. Это две детали, одна из них была сглажена в дихлорметане, другая нет. Лучше всего это заметно на ощупь. Обработанная деталь более гладкая, ровная и блестящая. Не знаю, видно ли это на камеру, но вблизи кажется, что обработанная деталь покрыта прозрачной глянцевой пленкой. Детали буду соединять вместе с помощью шипов, которые я распечатал отдельно. Вот так это выглядит после установки. По-моему, стало намного лучше. Высота и форма изгиба на этой детали такая же, как на плинтусе. Сглаженный пластик должен меньше пылиться. В целом я доволен результатом. Теперь мне нужно это повторить еще несколько раз, но я это сделаю уже за кадром. А на этом пока что все. Всем спасибо за внимание, ставьте свои пальцы, подписывайтесь на канал. До свидания и до встречи в следующих видео.